Привет, ребята, это Сид. Сегодня продолжаем восстанавливать фрезерный станок Showblend 12. Разберем тумбу, попробуем отмыть ее на автомойке и посмотрим, что получится. Потом займемся очисткой ржавых деталей электролизом и начнем готовиться к покраске. Шкив отбалансирован. Тут наверняка подшипники. Масленка. Возьми отвертку нормально, что ты Это самая нормальная как раз и есть. Но она уже... Вот эта штучка сломана, видишь, одна. Сейчас отломилась она. Ну, снимай весь этот узел. Потом это... Так он так и походу и снимается. Вот эта штука, видишь, она хомутом держит на оси. Вот этот поворачивается, который. А ее открутить нельзя, потому что она в шкив упирается. Вот надо ее открутить как бы и выкрутить эту штуку. Тогда она вся снимется. А ось тогда пускай остается, она нам в принципе не нужна. Но ее открутить нельзя, вот эту штучку, видишь, не получается сорвать, она хорошо затянута. Вот, а ось. Ось, смотри. Оба! Только в эту сторону почему-то досталось, а в ту нет. Тут типа толкателя, видимо, какого-то. Вот этот винт. Не, да, вот, да, видишь, да. толкатель. Чё ты? Нифига как они придумали, да? А могли бы просто винт длинный сделать. Ну что, давай сейчас вот эту стойку, да? Или что там еще есть? Стойку сейчас, Хотел показать тумбу изнутри. Я как бы небольшой специалист по литью, но все-таки мне показалось удивительным, как точно и аккуратно выполнены внутренние поверхности и детали тумбы. Создается ощущение, что некоторые детали, например уши или вот коробка для выключателей, приварены к основному корпусу. В то же время я понимаю, что сварка чугуна довольно проблематична, да и следов сварки в общем-то нет. Труба для слива СОЖ тоже отлита. Никаких следов песка или литейной земли внутри корпуса нет. Довольно тонкие стенки, я бы сказал даже ажурные, создают объемы для бака СОЖ. вообще на грани. Да? Я вообще даже не... Я его один. Вот, металлоломчиком разбили. Не стали заморачиваться на два болтика, да? Лишь бы не стащили. Откуда его? В металл. Надо туда поворотом, чтобы утащить. Тут-то она хорошо гнила. Считай, не проветривалась ничего. Ну, эти болтики точно в металл. Больше куда их. Главное, на машину не урони.
Я ты под руку так. Не спеши, блин, кувыркнется. Блин. Надо дальше в ту сторону, у него есть центр тяжести здесь. Стиральная машина получилась. Развелось вас. Очищать детали от ржавчины будем способом электролиза. Я уже подробно рассказывал об этом в предыдущих видео. В качестве электролита я использую раствор кальцинированной или стиральной соды, электроды из нержавейки, источник питания сварочный аппарат. Воды-то побольше. Питаем от сварочника, да? У тебя уже там вон дым идет. Ну, воды сейчас добавим. Ну, как подымется? 8-то мало, но там 20-30 ампер. Самый минимум стоит, меньше не делается. Все, видишь, это реакция, это где ближе к этому. Потом, может, придется пластину, то это выравнивать. Переставим. Параллельно. И вторую еще сделаем. Ток 20 ампер, 21. Напряжение тоже 20. Получилось. Способ действенный. Вообще прям огонь. Где? Сразу необходимо тщательно просушить, чтобы не появилась новая ржавчина.
покажу рыжеер. Эту твою брызгалку-то не сделать? Бензиновую, солярную. С компрессором. Главное, это, смотри, сделано ни штифтов, ничего. Просто на болтике и все. У нас на всех станках штифты, там, чтобы, не дай бог, не провернулось. Разобрал вертикальный стол. Или что это, не знаю, как называется. Сейчас будем делать электролиз. Пробуем электролиз проводить с помощью вот такого сварочного инвертора. Там ток выставлен где-то 20 ампер. И очищаем пружину. То есть работает от любого практически источника. Это уже грязь после очистки нескольких ржавых деталей. Очистили двое тисков. Ну, так по мелочи еще. Раствор нагрелся, уже горячий. Градусов 50, наверное, 60. Сколько станку получается лет-то? Почти 70. 70 лет, а все разбирается, знаешь, от руки. Ничего выбивать не надо. Довольно интересна конструкция лимба. В советских станках, да и не только в советских, устанавливается пружина, которая тормозит вращение этого кольца. Здесь такой пружины нет. И, если честно, я не понял, как уплотняется вращение этого кольца. Но что-то там все-таки есть. И он вращается, и там пружинки нету, как во всех наших станках. Для меня это загадка.
А нет, есть что-то загнано там. Но тоже не нашинская технология, инопланетная. Сервукле. А от этой пока. Нет, она только с этой идет. Сюда. Изрядно попила крови нам вот эта ось, на которой висят вот эти вот кронштейны или качели для натяжения ремня двигателя. Она крепится гужонами, которые закручиваются снаружи тумбы. Кто-то до нас пытался снять двигатель и выбивал эту ось, не выкрутив гужоны. В общем, они разворотили там все, смяли стопорный винт, расклепали конец оси. Нам потребовался целый час, чтобы выбить ее наружу. Хотя этот узел должен разбираться от руки. Тут еще не выходит. Что за Ну, блин? плохо обработано. Конец-то расклепанный, видать. Что за зараза? Че один человек сделал, другой все равно разобрать в любом случае может. Вот еще раз этот постулат доказан на практике. Что, полная воды. Нет, вот все кончилось. Вот это откуда? Это со шкива. Вот отсюда, сбоку, да? Да. Это пробка. Масло для слива масла. И что тут? Или для залива. Давай шпинель хотя бы Вот вытащи. это винтик с такой этой. Это был сверху. Был вот- непонятно. был вот здесь вот Непонятного закручен. назначения. Тут тоже не раз они разбирались, эти гайки-то вообще уже убитые все. Это смазочно. Как тут смазывают. Беги со сварочника. Вот там лабиринтное уплотнение есть. Тут подшипнички. И тут побегу. Просто вставлены. Так. Ну почему он не Да, просто ну, в вставлен? центре, вон. В центре ну, Все шлифовано. please don't. Шланг, да. Вот такое. Вытаскивается тоже. Что она там клинит? Вот, ну видишь, это на один оборот. Вот она, это клинит шпиндель. Ну Сейчас не будет, вот она, видишь, перестала. А так палец-то что? А, ты же выкрутил его. Это вообще нашему уму даже не понять этого нифига. Ну, такие, «О, И теперь это все нормально крутится, да? Ну, разобрали тут. Шел бы отмывать. Ты же без меня же не справишься нифига. Прикинь. Не слазит. Здесь расклепано, скорее всего, вот эта фигня. Может такое быть? Кто расклепал-то? Вот она, смотри, вообще свободна, да? Вот, свободно. Что ты мажешь? Вот.
Вот лекарство. Лекарство. Сейчас потом чуть печатки тоже какие будут. Вот, видишь, смотри, вот свободно, видишь? До сюда доходит. Вот такой интересный штифтик. Тут-то не масло, тут консистентное набивается смазка. Масло-то, конечно, вытечет. Что, мягко? Чуть смотри, эти круглые зубы. Это не дно. Шабровочка, видишь? Даже эти поверхности отшаброваны. С какой целью? Что, жесткость повысить? Причем тонкая, да, шабровка. Ничего, она поворачивается, головка поворачивается. Шпиндель-то болтается. Вот почему его выбросили. Болтается в каком плане? Ну, такие чего? Так это можно же сделать. Можно, но что-то никто не сделал. Шпиндель должен мертво сидеть. Никаких люфтов. Так же точно. А тут весь шпиндель выходит. А гайка не откручивается. В конце концов, все равно все приходят к двум станкам, горизонтальному и вертикальному. А у этого ходы меньше. Прикинь. Чем на НГВ даже? Да. Печаль. Что, ничего нельзя сделать? Но тут лимбы соточные. 5 соток. Все так плохо. Грубо говоря, в 5 раз точнее. Ну вот подошел к концу второй день реставрации. Станок полностью разобран, ну, почти полностью. Отдельные узлы как бы трудно разбираются, их замочили в солярке. Ну, остался еще вот этот редуктор. Сильно ржавые части уже очищены электролизом. Вот стол и угловой столик. Продольная подача. А детали, которые не сильно заржавели, просто залили соляркой. Станина тоже очищена от грязи, промыта и подготовлена для грунтования.